Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. 20 марта нас с вами ожидает достаточно волшебный и магический день, поэтому возьмите луковицу и посадите. Таким образом вы сможете привлечь деньги, при этом в самое ближайшее время придут в вашу жизнь тех источников, которых вы, скорее всего, даже не ожидали. Итак, друзья, по православному календарю 20 марта отмечается День памяти преподобного Павла Препростого. Павел жил в IV веке, был он обычным, простосердечным парнем. Преподобный был женат, но через некоторое время он узнал об изменах, после чего принял решение забыть свою любимую жену и уехать в пустыню, где преподобный Антонио Великий с радостью принял его. Антонио сперва не принял Павла, так как преподобному было 60 лет, и Антонио почтил его вовсе неспособным к тяжелой отшельнической жизни. Святой Павел стоял у кельи целых 3 дня и сказал, что лучше он умрет возле жилья монаха, чем вернется к прежней жизни. Он долго испытывал терпение преподобного, грузил и давал ему самые тяжелые испытания, заставлял ночью бдить, морил суровым постом. И после всех трудностей Павел был принят и поселен в соседней отдельной келье. Господь наградил святого Павла за его поступки огромными дарами, смышленностью, находчивостью и властью изгнания бесов. По легенде, к святому Антонию привели больного мальчишку, и тот направил слабого к преподобному Павлу и сказал: «Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростой, имеют власть над князьями бесовскими». Ранее в этот день наши предки обращались к знахарям, чтобы проверить свое здоровье и самочувствие. Может, что-то нужно подлечить, ходили всей семьей на проверку. Считалось, что с этого дня наступает весенняя фаза и вся природа оживает. С этого дня можно было загадывать желания, и они обязательно сбудутся. А еще можно сегодня простить обиды, исправить ошибки и получить прощение от человека. Полезно сегодня было наблюдать за погодой. По ее поведению можно о многом было узнать. Следующий месяц погода будет такой же, как и сегодняшний день, 20 марта. Ночных заморозков не будет, если сегодня чувствуется теплый день. Наблюдается вечером красный закат, то в ближайшие дни ожидается сильный ураган. Ласточки вьют гнезда на южной стороне, означает, что лето не будет радовать хорошей погодой. Если до 20 марта вернутся многие птицы, то наши предки знали, что будет хороший урожай. Лучше всего сегодня не думать о плохом, притягивать не нужно к себе мысли не очень хорошего характера. Есть вероятность, что весь негатив вы заберете на себя и в сегодняшний момент. Поэтому постарайтесь сегодня, 20 марта, не зацикливаться на мелочах. Отпускайте быстрее любой негатив. Нервные клетки не восстанавливаются, помните об этом. Сегодня, 20 марта, стоит переключиться только на позитивное мышление. Посмотрите программы развлекательного характера, комедию, почитайте в конце концов какие-то хорошие добрые истории или анекдоты. Сегодня можете включить видео и о путешествиях, животном мире для расслабления. Не оставляйте свой мозг наедине с собой, потому что, как вы будете думать за разные варианты, тем образом вы будете сами накалять обстановку. Лучшим решением будет занять себя чем-то. Возможно, мелкая работа руками или прохождение тестов, например, в том же интернете. Уборка, готовка, стирка – все это подойдет для решения этой проблемы. Нельзя сегодня ссориться с человеком или вступать в конфликт. Все эти негативные эмоции стоит убрать от себя как можно дальше. Даже повышать голос сегодня нельзя, особенно на детей.
Также сегодня не назначайте никаких хирургических вмешательств на этот день. Все операции стоит перенести и на другой день. Скорее всего, будет, конечно же, не тот результат, на который вы и рассчитывали изначально. Если это что-то не сильно глобальное, то, конечно, можно делать. Кости, зубы сегодня стоит оставить в покое. Сегодня стоит заняться построением планов, а именно на ближайшие полгода. Вы должны поэтапно расписать, что нужно сделать, каких пунктов вы будете придерживаться и какие результаты вы хотите получить. Сегодня можно сделать себе запись в блокнот на каждый день или сделать небольшую таблицу на компьютере. Также хорошо будет распланировать на этот срок свой бюджет, вносить траты в программу для учета или себе в заметочки. Таким образом, вы сможете себя контролировать, и каждый день будет расписан. У вас будет понимание, чем нужно заняться вам сегодня, завтра или через неделю. За полгода можно будет отследить, чего вы добились по списку, сколько денег потратили и куда. После всего, скорее, вам понравится такой метод, и вы будете придерживаться его на постоянной основе и друзьям посоветуете. Ваш опыт, скорее всего, вдохновит и других людей. Сегодня можно начинать заниматься новыми делами. То, чем вы давно интересовались, никак и ранее не могли настроиться осуществить. Знаете, сейчас ограничений никаких нет. Это могут быть курсы какие-то познавательные, которые повысят ваш профессионализм. Возможно, уроки по гитаре или скрипке. Попробовать большой теннис или плавание. Пойти на мастер-класс по сбору красивых цветов. Поэтому направьте сегодняшнюю энергетику на познание чего-то нового. Зарядитесь обязательно на новую рабочую неделю. Сделайте себя счастливее. Только вы можете это сделать. К сожалению, только вы строитель своей жизни. Помните об этом. Возможно, сейчас у вас появится новое хобби, которому вы посвятите всю свою жизнь в будущем. Экспериментируйте. Сны сегодня смогут проявить вам многие вещи, на которые вы раньше не обращали никакого внимания, а именно на развитие. Вы сможете частично увидеть, чего не хватает вашему потенциалу именно сейчас, а где стоит все-таки немного успокоиться и сделать как раз-таки баланс во всем. Во сне проявятся картинки, которые подскажут, где вы зашли в тупик и что стоит вам оставить. Значит, это не ваше. Вам стоит попробовать по-другому или что-то вовсе другое. Сны помогают сегодня увидеть себя со стороны. Иногда они могут быть вещами. Вы видите в реальности картинку, которую где-то уже наблюдали. Да, верно, это был когда-то сон. А вот именины сегодня, 20 марта, отмечают Анна, Антонина, Василий, Евгений, Екатерина, Ксения, Мария, Надежда, Николай и Павел. Если в вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно их поздравьте. Пожелайте всего самого-самого наилучшего. Пусть в их жизни будет все то, что они действительно им нужно и они бы хотели. И, друзья, как мы в начале видео сказали, проведите сегодня достаточно сильную практику, которая поможет вам в жизни. Для этого выберите те луковицы, которые не больные, не надбитые, и возьмите их, высадите на подоконнике. Можете высадить, это лучше всего. Возьмите их пару штук и говорите следующие слова. Когда будете высаживать, вы помните, можно и водичку, их отправить. И говорите следующие слова. Как этот лук вырастет, так и богатство мое расти станет. Да будет так. Когда появятся зеленые стрелки, обязательно кушайте эти зеленые стрелочки, обязательно с радостью, обязательно с удовольствием. Представляйте себе в этот момент, как в вашей жизни, ваша жизнь вообще изначально сама меняется, и как в вашу жизнь приходит изобилие, достаток, благополучие, и осуществляются все ваши самые заветные, самые сокровенные мечты. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 20 марта 2022 года. По лунному календарю, друзья, нас сегодня ожидает 17 и 18 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Весы. Сегодня хорошо общаться, радоваться, встречаться с друзьями, знакомиться и встречаться, потому что сегодня все это будет запоминающимся. Особенно будет благоприятно первая половина дня, когда энергия еще на подъемы или более творческое дело идет на лад.
Однако следует тщательно контролировать буйство сил. Не все могут выдержать значительную перемену ритма. Так как этот день переполнен положительной энергией, наиболее чувствительные люди могут получить важные для своей жизни откровения, которых они ждали уже давно. По этой же причине есть вероятность судьбоносной встречи в этот день, которая осчастливит вас удачным браком, так что стоит приглядеться к новым знакомствам в этот день. Помимо этого, распределение такого обилия энергетики ляжет и на ваши плечи. Если вы умеете ею управлять, день пройдет идеально. Если же вы допустите слабость и растеряетесь, как и куда направить это буйство, все может закончиться весьма печально. В этот день многие устраивают шумные вечеринки, которые заканчиваются обычно дракой. Сегодняшний день пропитан любовью, которую захочется дарить своей второй половинке много и в то же время бесконечно. Поэтому именно сегодня возможно примирение двух рассорившихся влюбленных. Удачные бракосочетания и самые страстные и жаркие ночи любви. Особенно в этот день любвеобильные женщины. Вы знаете, энергетика этого дня достаточно плодотворна и для творческих начинаний, так что у вас есть прекрасная возможность самовыражения, которая закончится небывалым успехом. Только направьте энергию в созидательное русло, и вы станете автором настоящего шедевра, который удивит и вас самих, и даже окружающих. Если есть возможность, то спланируйте месяц таким образом, чтобы в этот лунный день он остался свободным от каких-либо дел, потому что он предназначен именно для отдыха. Что же касательно стрижки, то не нужно сегодня бояться никаких манипуляций с волосами. Можно сказать, для этого этот день и предназначен. Даже самая простая стрижка принесет вам много пользы, а если вы решитесь на смену имиджа, то точно не пожалеете. Будьте сегодня смелее и попросите сделать вам такую прическу, которую давно хотели. Парикмахер поделится с вами советами по укладке вашей новой стрижки, что сильно упростит вам утренние сборы на работу в будущем. Также в эти лунные сутки красота приумножается, поэтому стоит уделить ей чуть больше внимания. Волосы, наращенные в этот день, будут долго держаться и поднимать вам настроение. А вот химическая завивка или кератиновое выпрямление также пройдут удачно и придадут волосам здоровый вид. Полностью обновившись, сходите сегодня на праздник, на вечеринку с друзьями. Но даже в такой чудный день будьте осторожны, потому что завистники вас могут сглазить. Окрас волос натуральными красителями в рыжий или светлый тон улучшит отношения сегодня с близкими людьми. Постарайтесь в этот день заплести небольшую, например, косичку. Затем вплетите в нее желтую ленточку. Такая прическа привлечет солнечную энергию, и этот день станет для вас днем надежды и обязательно энтузиазма. Но смотрите, чтобы ваше веселье не превратилось в откровенное буйство и грубое пьянство. Напомним, что энергия этого дня требует тщательного контроля. Избегайте ситуаций, где возможна повышенная эмоциональная реакция. В природе будто бродит хмель. Встряски и перепады энергии могут привести к неприятным последствиям. И масштаб этих последствий может быть значительным и даже трагичным. Именно в этот день произошли восстания декабристов, кровавое воскресенье и так далее. Друзья, вот такой у нас с вами будет день 20 марта 2022 года. Обязательно сегодня проведите практику с луком, а также обязательно уделите внимание своим близким и родным. Постарайтесь поменьше напрягаться, не нервничать, не переживать. Все идет своим ходом, своими действиями. Помните об этом. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ставьте лайк этому видео. Ну а мы с вами, друзья, уже услышимся в следующем видео.